Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала Семёныч. Выбрались мы снова с вами сегодня на рыбалку. К сожалению, погодка вот у нас какая на улице. Дует очень сильный ветер. Ну как, терпимый такой, но тем не менее. Он нас как гонит плюс по течению, ну и плюс с ветром. Выбрались, как видите, мы на моторе. Приехали на одну из наших сибирских речек, которые расположены в районе. И будем сейчас производить рыбалку. А рыбачить мы с вами будем сегодня на кастинговую сеть американского типа. В диаметре она у меня 6 метров. Ну а сейчас готовим наше место в лодке для заброса кастинговой сети. Ну и встретимся уже на забросах. Я думаю, будет интересно. На этой рыбалке мы с вами, ну, очень давно просто не были. Соскучился по ней аж не могу. Вот первый заброс у нас. Будет он результативный или нет, сейчас достанем, посмотрим. А там дальше у нас обещают морозы, снег. Там уже, как говорится, не рыбацкая погода будет. К сожалению, начали мы плохо, но ничего страшного. Нам много не надо. Свежей рыбки немного домой поймать. И все. Ветер вообще ужас как дует. Но откладывать рыбалку было нельзя. Сезон надо как-никак закрывать. И закрывать надо достойно, я бы сказал. Отлично пошла. Только вот результативно или нет, будет. Такое ощущение, как коряшки немного зацепились. Снова нету. Ну ничего страшного, не отчаиваемся. Рыбалка у нас только началась. А вот, уважаемый зритель, наша первая рыбка. Какие-то стуки были. Карасик. Вот такой вот. Ну, тоже рыба. Но мы его, наверное, отпустим, скорее всего. То что он кого? С ладошку практически. Пускай он плывет. Опа. Так, уважаемые зрители, слышу подтяжечку какую-то. Небольшенькие, правда, стуки, но тем не менее. Карась, наверное, что больше. Оба-на. Коряга, бляха-муха. Ну и карась. И карась хороший. Обалдеть. Это корягу вытащили. Опа. Это наш первенец сегодня. Нет, не первенец, второй. Первого мы отпустили с вами. Как не люблю вот эти коряги, кто бы знал, а. Это что-то с чем-то. Или зацепы, или кто-то есть. Ой, что-то есть. Ну и зацеп тоже по-любому есть. Так, вижу карася и зацеп какой-то. Так, вот он. Ну, более-менее пойдет. Карасик. В общем, в сумку моего. Уважаемые зрители, снова зацеп и снова вроде как рыба есть. Что за дела, понять не могу. О! Да тут несколько лаптей. Да вы смотрите, какие лапти. Очуметь. Ну и не без зацепов.
Ё-моё, как говорится. Так. Ну лапти вообще, ё-моё. Вообще здравые, чистенькие. Самое главное, караси. В прошлый раз мы с вами ловили с красными пятнами. А в этот раз уже все. Сразу чувствуется рыба так рыба. Рыбачим дальше. Снова, дорогие зрители, что-то бьется. Какая-то рыбка. Что-то я не вижу. Или показал. А нет, вон есть. Вон он есть. Карасямба. Снова карасямба. Ну вот еще по большому счету столько же. И можно смело ехать домой. Конечно бы хорошо было, если бы разнообразить бы эту рыбку. Там щуку поймать бы, судачка. А то еще лучше сазанчика бы. Было вообще кудряво. Но, как говорится, увы, пока нету. Рыбачить нам осталось буквально с час. В противном случае начнет темнеть. Ну и все. Сейчас прокидаем вот эти вот кустики. Может, что-то еще и добудем. Мешает катастрофически сегодня ветер нам рыбачить. Хорошо. То закидывать. Опа. Но тем не менее выходим из этого положения. Как говорится, у природы нет плохой погоды. Что не заброс, то зацеп. Он все что-то зацепляться и зацепляется. Ну и рыба есть. Вон он, уважаемые зрители. И вон снова какая коряга. О, так здесь два у нас их даже. Вся рыба, короче, в корягах стоит. Все верно. А этот вон весь красный. Почему-то. Ладно, выбираем. То это надолго. Ну что, у нас снова сеточка либо на зацепах, либо с рыбкой. А может, то и другое. Нет, ни того и ни другого. Снова, уважаемые зрители, подтяжечки чувствую. Кто там у нас? По-моему, карась, но кто бы мог быть больше, кроме карася? Так бы, конечно, бы, кроме как жарешечки бы поймать бы еще, чтобы на засолочку. Но, увы, плохо ловится. Ну, сколь есть, столь есть. Сколь добудем, столь добудем. И этому, как говорится, рады. Давайте снова под кусточек. Опа! Шикардос. Но самое главное, лишь бы результативно. Здесь не сказать, что глубоко. Вроде бы как. О! Вон он, есть результат. Снова карасямба. Один. Да, один. Ну все, вытряхиваем. Выбираем.
Ну что, уважаемые зрители, снова кто-то делает потяжки на сети. Кто бы это мог быть? О, а там мог быть только гигантский карасямп. Хороший карасик, прям хороший, добрый. Вон он. Мы все ближе и ближе с вами к цели. Сколько плыву, замечаю, что вот кусты очень сильно погрызаны. Как вы думаете, кто бы это мог сделать? Я потом попозже, как одному из кустов, подплыву и попрошу вашего мнения, кто это может все это делать. Я это, конечно, догадываюсь, кто. У нас их мало очень, но тем не менее все равно начинают помаленечку плодиться, размножаться. Скоро, может, даже на них открытие охоты будут делать. Разрешение давать. Погода вообще портится, ужас как. Меня уносит со страшной силой. Он даже этот задрало. О, ну хоть лопаточек попался. Хорошенький. Несет меня он, гляньте как. Обалдеть просто. Благо лодка хорошая. Здесь он тоже настрогал. Этот житель речной. Здесь не видать, а вот с этой стороны. Слышу, дорогие мои зрители, потяжки хорошие. Либо несколько сидит, либо что-то другое крупное попалось. О, вот и дождались мы. И несколько. И совершенно другая рыбка сидит. Слава Богу. Щука попалась. Грамм на 600. Она и такие потяжки и делала. Скорее всего, больше, чем уверен. Вот. Уже какое-то разнорыбье. Ну что, уважаемые зрители, наверное, скорее всего, будем завершать нашу рыбалочку сегодняшнюю. Как обычно, традиционно закидываем 3 контрольных раза. Будет, будет, не будет, не будет. И все. Пошла отлично. Как раз вон там до кустиков дойдем. Белеют они. По-моему, тоже этот зверек и там поработал. Здесь мелковато грешным делом. Но ничего страшного. Так. Увы, но нет. Свежачка он сегодня добыли. Вполне достойно. Хотелось бы, конечно, немного поболее. Но я, как и просил, на пару жарешек. Там так и есть. Прокидал я, конечно, сегодня очень много. Очень прям много. Но безрезультатно. Хотелось бы, конечно, чтобы получше было. Но тем не менее. Опа! Ветер еще мешает. Вон, видите, камышка гнет с кустами. Тоже, наверное, нету. Ну, как есть, так есть. Нет, есть. Нет, есть. Один, но есть. У нас сегодня самый большой подъем был. Это 2 карася. И карась с щукой. Вот, вполне нормальный, хороший карасик. Так, ну сейчас пока сетку распутаю, карася выпутаю, и потом включимся уже. Так, ну и 3-й раз.
Опа! Летело хорошо, но, увы, ветер в воздухе сложил. Так. Либо за эти зацепы зацепляется, либо, может, кто-то есть. Ну, вряд ли, наверное, зацепы. Да. На какой ночи начинали, на такой и закончили. Ну, ничего страшного, как я уже сказал. Охота, конечно, было бы еще съездить на кастинговую сеть. Но бог его знает. Может, вполне даже возможно, что это у нас крайняя рыбалка в этом году была. Дай бог. А может и последняя. То, что передают на следующей неделе, у нас уже снег до минус 10 градусов мороза. И, в общем, как-то так вот. Удалось мне добыть сегодня вот столько вот рыбки. Вполне достойные. Такие вот карасики хорошие, зачетные. Хорошие. Пару жарешек. Вот такую шурагаечку небольшенькую удалось тоже добыть. Ее можно ушицу сделать. Так, еще ж где-то... А вот она. Сурлочку такой вот попался. Ну и все на этом. Сейчас едем в сторону дома. Да и плывем сейчас вот до сюда вот. Я вам, кстати, покажу, что там у нас такое. Вот еще кусты нагрызаны. Вот, видите? Прям валит своего рода их. А здесь как будто бы то ли кушает, то ли бог его знает эту кору, то ли тоже валит. А, он уже свалил ее и кору как-то обгрызает. Ну все, едем дальше. Погода к вечеру вообще испортилась. Вот и приехали мы к нашей машинке. Погода просто испортилась. Это просто ужас. Лодку я в одного достаю вот так вот. Разматываю лебедку с тросом. С тросом ли. Здесь у меня крючок. А здесь у меня вот такая вот петелька. Зацепляю ее. И аккуратненько вытаскиваю ее на берег. С помощью машины. Вот так вот в одного я со своей шлюпкой справляюсь. Лебедочкой затягиваю. То есть здесь вот в этом месте она крепится, в этой точке. Затем стягивается вот в этом месте. И подтягивается мотор, чтобы не болтался. И все вот на протяжении скольки я, наверное, 4-5 лет так ездию. Ну сейчас традиционно пьем чайку горячего на дорожку. И едем в сторону дома. Спасибо большое, конечно же, всем, кто смотрел. Ставьте лайочки, дизлайочки. Кому рыбалка понравилась, кому не понравилась. Ну, в целом, я сегодняшней рыбалкой, конечно же, доволен. То, что выехал за долгое время на природу, пообщался с ней. Хоть и в одного, хоть и в такую погоду. Но все равно, тем не менее. На рыбалку, как говорится, не в магазин сходить. Не всегда везет, конечно. Но все равно. Домой уже пустой не поехал. И не пусто, и не густо. На полноценных 2 жарехи рыбки хватит.
Ну и все. Всем всего доброго. До новых встреч где-нибудь на природе, на водоеме. Ни хвоста, ни чешуи. До новых встреч.